Всем привет! В этом видео я расскажу, что такое останавливающее действие оружия с моей точки зрения. Ну и сразу начнем с моей квалификации. Я закончил Бауманку по специальности боеприпасы и взрыватели. Следовательно, те вопросы, которые будут затрагивать проникание, ударные волны, я более-менее компетентен. Та часть, которая будет касаться биологии и медицины, она может содержать какие-то неточности и ошибки вследствие того, что с медициной и биологией я знаком поверхностно. Ну, собственно, приступим. Что обычно подразумевают под останавливающим действием? То есть, когда какой-нибудь нападающий или кабан, бегущий по лесу, после воздействия перестает делать ненужное стрелявшему действие. То есть останавливается, перестает нападать и так далее. То есть, если применительно к охоте, то кабан не убегает в какие-нибудь дебри, откуда его потом не вытащишь, даже если там побрет. Нападающий не наносит вред защищавшемуся. Но это довольно условно. Теперь с точки зрения медицины. Что нужно для того, чтобы человек или любое другое животное, невеликая разница, двигалось? Нужен сигнал от нервной системы, что нужно пошевелиться. И нужно, чтобы мышцы, которые отвечают за это шевеление, имели в себе достаточный запас химической энергии. То есть две основных системы, которые отвечают за какие-либо действия, это нервная система, со всякой периферии, и кровеносная система, которая снабжает даже саму нервную систему и все мышцы питательными веществами, которые нужны для движения. Следовательно, для того, чтобы прекратилось какое-либо действие, нужен отказ или нервной системы, или кровеносной системы. Остальные системы, они, конечно, тоже важны и нужны, но в случае их отказа прекращение действия наступает значительно позже. Ну и, собственно, что такое останавливающее действие, в моем понимании, с научной точки зрения? Это вероятность того, что цель после воздействия сразу же прекратит ненужное воздействующее действие. Звучит, конечно, немножко заумно, но суть в том, что тот, в кого выстрелили, должен перестать что-то делать, что не хотел стрелявший. Но, с точки зрения самообороны, тут уже довольно большой разброс, потому что, за исключением поражения непосредственно нервной системы, не просто нервной системы, центральной нервной системы, остальные типы поражения довольно сильно разнятся. То есть кто-то теряет сознание от того, что видит, что даже не он, а просто человек в пределах видимости порезал палец, кто-то без куска ноги вполне себе еще бегает. Ну и всякие вариации, что даже без руки вполне себе можно даже выполнить перезарядку какого-то стрелкового оружия. Без одной руки, без двух это уже будет сильно сложнее. То есть... это сигнальник. Следовательно, останавливающее действие с точки зрения воздействия на нервную систему, оно имеет очень большой разброс. Поэтому в основном я буду говорить о площади поражения или объеме поражения, которая, соответственно, влияет на вероятность поражения. Собственно, дальше о системе уязвимых агрегатов. Что это такое? Любую технику, да и любой организм можно представить как коробочку, в которой лежит то, что влияет на ее функциональность. Не особо важно, какой она будет геометрии, как расположено, принципиально это просто ящик, где лежат другие ящики, которые выполняют какие-то функции. И с точки зрения поражения нужно, чтобы, во-первых, пробить внешний ящик, то есть корпус, броню, неважно.
и нанести ущерб уязвимому агрегату. То есть если там представить, что это какой-то там образец бронетехники, не особо важно, что именно, то выстрел в него, вот, во-первых, пробить тоже не так уж просто, как оказалось. Вот, во-вторых, смотрим, что получилось. Вот отверстие. Вот, и там, ни экипаж, ни боеукладка, ни двигатель не поражены. То есть от того, что там, танк пробьется кумулятивной строей или чем-то еще от борта до борта, эффекта никакого не будет. Нужно попасть именно в конкретно уязвимый агрегат. И понятное дело, что если мы возьмем какое-то средство поражения, у которого площадь поражения будет больше, проекция поражения на плоскость, к терминологии не цепляйтесь. То есть... Какая прочная оказалась коробка, однако. Так, ладно, что-нибудь другое придумаем. Опять, как бы, нужно иметь достаточно энергии, чтобы пробить. Тут, конечно, это не особо хороший вариант с точки зрения представления снарядов и так далее, но все равно стараемся аккуратненько все это сделать. Ну вот, пробили. Дальше смотрим. Ну, конечно, немножко ненаглядно получилось, потому что отогнуло, но вот, боеукладка поражена. Ну, потому что я знал, где она находится в целом. То есть, и как раз-таки из-за этого вот, то есть несложно догадаться, что вероятность вот при такой... Сейчас. Несложно догадаться, что при площади поражения большей вероятность цепануть какой-то уязвимый агрегат тоже возрастает. То есть при маленькой площади нужно попасть непосредственно в него. В случае большой площади уже допускается какой-то промах, при котором все равно агрегат будет поражен. Возвращаем боеукладку на место. И далее. Разные агрегаты по-разному влияют на функционирование цели. Поражение радиатора у машины, оно не приведет к мгновенной остановке автомобиля, потому что сначала потребуется время, чтобы вытекла охлаждающая жидкость, потом двигатель перегрелся, и потом уже он остановился. Другое, опять же, к машинам, уязвимый агрегат, если представить, что уязвимый агрегат — это водитель, то есть экипаж нарисован, то бревно, упавшее с лесовода, если она попала не в водителя, а в пассажира, который сидит справа от него, машину не остановит. Ну, за исключением случаев, когда водитель слишком эмоционально на такое отреагирует. Следовательно, разброс реакции на одно и то же воздействие может быть довольно крупный. Дальше переходим о проекции области поражения. То есть, к примеру, посмотрим на проникание шарика. Это металлический шарик, диаметр 6 мм, модель просто проникания в воду на различных скоростях. И несложно заметить, что чем выше скорость, тем выше давление и больше область повышенного давления вокруг цели. Следовательно, даже для одной и той же пули, летящей с разной скоростью, это будет пятно либо маленькое, то есть там 9 на 19, то есть область поражения копеечная. При попадании не в сердце, сейчас чуть позже разрисую, перейдем к этим системам уязвимых агрегатов человека, вероятность поражения будет возрастать. И, на мой взгляд, лучше всего вероятность поражения представляется градиентной картины. Выведу на экран. То есть яркое пятно в центре — это сама пуля, где вероятность поражения единица. То есть если она попала, то она попала. А вокруг это зона
ударно-волнового воздействия, где органы повреждаются, но чем дальше от центра, тем с меньшей вероятностью. И понятно, что форма пятна может быть не круглая, может вследствие неоднородности органов, оно будет отличаться в зависимости от точки попадания, в легкие будет меньше, потому что легкие обладают низкой плотностью и плохо забирают энергию из объекта. Где-то там в более плотных органах она будет больше, там кости, все остальное. Опять же, разброс большой, но принципиально это выглядит так. Так, ну и дальше переходим к непосредственно человеку, потому что человек я сам, и мне на примере самого себя будет довольно просто это показать, чем искать какие-то картинки с кабанами, с медведями и прочей живностью. То есть у нас нервная система и сердечно-сосудистая система, поражение которой приводит к высокому останавливающему действию. Сейчас я пойду нарисую на себе эти системы, не все, конечно, так, основные моменты, и вернусь. Так, я вернулся. Вот, как можно заметить, я нарисовал на себе сердечно-сосудистую систему, отдельные элементы печень, и синим пунктиром это некоторые элементы нервной системы. Все отрисовывать, понятно, слишком сложно долго. Вот. И переходим к поражающим действиям для начала огнестрельного оружия. Как я уже показывал по градиентному пятну, или, к примеру, сейчас выведу картинку, это формы раневых каналов различных образцов огнестрельного оружия, там написано, что есть что. У любого объекта, там, стрела, пуля, неважно, есть какая-то своя область поражения. То есть, как можно заметить, если пуля с небольшой областью поражения, будем считать, какая-нибудь дозвуковая, шарик, причем из прочных слоев свинца, который особо не деформируется, прилетит куда-нибудь вот сюда, вот, и пусть даже область поражения у него будет в 2 калибра, то ничего особо важного он не зацепит. И даже применительно к нервной системе, потому что мозг занимает не всю площадь головы, а только ее часть, некоторые ранения в голову тоже оказываются несмертельными и даже не всегда сразу останавливают. Пример тому Кутузов, который потерял, даже не то, что потерял глаз, у Кутузова был поврежден глаз, при том, что у него пуля вошла в один висок и вышла уже там в области глаза с другой стороны. Но при этом на его функционирование, как несложно догадаться из истории, это особо не повлияло. И опять же, возвращаемся к картинке с раневыми каналами и с проекцией различных органов. Здесь двумерная проекция, то есть понятно, что сердце находится не на поверхности, а где-то там в глубине, позвоночный столб вообще самый дальний от фронтальной проекции. Поэтому это пятно области поражения, оно будет разным по площади в разные моменты проникания. Следовательно, в любом случае общий принцип: чем пятно больше, тем больше шансов что-то зацепить из важного. То есть если пятно будет размером с весь корпус, то любое попадание в корпус, оно зацепит что-то важное. Тем более, я здесь почки еще не нарисовал, которые тоже сильно влияют. Печень есть? Да, печень есть. Надеюсь, я не перепутал сторону. Но, собственно, в рамках этого видео это не так уж принципиально. Так что по воздействию пули вроде бы все понятно. То есть больше... не только больше энергии, но и как она передается. То есть экспансивная пуля, у нее за счет того, что она расплющивается и лучше отдает энергию, у нее будет больше область поражения, чем у неэкспансивной, которая просто прошьет. Та же история с бронежилетами. Там, конечно, свои сложности, но любая броня, она сжирает часть энергии.
То есть понятно, что возникает какая-то поверхностная область ударного воздействия от торможения бронежилета, но даже в случае пробития в пуле энергии останется меньше. Но там возможны варианты, когда пуля опрокидывается из бронежилета или там, особенно с мягкими бронежилетами, когда пули просто деформируются и, наоборот, как бы после проникания лучше отдает энергию и наносит больше ущерба, но это довольно редко. То есть в основном как бы, бронежилеты, если полноценные с пластинами, как бы, они часть энергии сожрут и уменьшат область поражения так, что увеличат шанс на выживание независимо от ситуации. Так, теперь переходим к холодному оружию. Ну, точнее, предметом сходной конструкции с холодным оружием. Собственно, сразу забыл проговорить, в рамках этого видео я оружием называю предмет, предназначенный для поражения цели, то есть не с юридической точки зрения, а больше с точки зрения применения. Чем характерно холодное оружие? Тем, что у него низкие скорости проникания, в связи с чем никакой области ударного воздействия вокруг точки попадания не происходит. То есть область поражения она будет равна соответствовать геометрии клинка. То есть в данном случае как бы, при проникании, там, даже, ну, если насквозь, то это будет просто полоса, равная максимальной ширине клинка. Ну, это незаточенный макет, так что на него можно особо не реагировать. Другое, там, всякие охотничьи наконечники стрел и тому подобное. То есть, фломастер. В случае с клинком область поражения будет выглядеть, ну, как он воткнется, так она как бы и пройдет. То есть, следовательно, чем шире клинок, тем больше шансов, что он что-то зацепит из важного. Ну и отдельно кровеносная, не кровеносная, а сердечно-сосудистая система – это, по сути, насос, ну и шланги, по которым он гоняет жидкость. Следовательно, чем больше шлангов повреждено, тем больше будет жидкости вытекать, и тем быстрее этот эффект от вытекания жидкости сыграет на функционирование агрегата. Животному человеку не важно. Далее, ну и всякие там стрелы шила, то есть минимальная площадь, она еще и проникает довольно плохо за счет того, что форма не оптимальна. То есть и, следовательно, зона поражения, где-нибудь здесь нарисую, будет, ну, плюс-минус соответствует диаметру объекта. Вот. Но что важно учитывать для холодного оружия? То, что это предметы довольно-таки, как обычно, ну, на кухонном ноже. Демонстрирую довольно-таки большой длины, следовательно, надо учитывать их жесткость, потому что в случае проникания, если клинок изогнулся, то глубина, он просто не дотянется до уязвимого агрегата. И второй момент – это геометрия клинка, то есть почему кинжальная форма лучше всего проникания, потому что она симметрична, то есть нет никаких моментов, которые будут направлены на опрокидывание. То есть если брать, например, вот кухонный нож, то есть так не порезаться бы, вот, то есть при проникании он будет отклоняться вниз. Ну или ему придется проникать под углом, чтобы не упираться тупой частью. Следовательно, возрастает площадь, требуется больше энергии, чтобы его туда протолкнуть. Вот. И возвращаясь к теме древкового оружия, вот эти всякие опрокидывающие моменты. Стоп. Для начала проведем демонстрацию жесткости клинков в зависимости от толщины обуха, чтобы потом к этому не возвращаться. Пауза. Так, чтобы было более-менее наглядно, закрепил груз. То есть, страшно, не сломался.
Вот, как можно заметить, очень сильно прогибается и даже не рискну отпускать. Сейчас так сделаю. Ну, короче говоря, как-то страшновато даже мне этот нож накрутить, слишком тонкий. Остаться без кухонного ножа не хочется. Вот. И сравним сейчас жесткость его с... Сейчас даже сравнительно покажу сразу. Толщина обуха. Вот. Кухля. То есть, ну, правда, у кухли в случае колющего удара проникание осложнено тем, что он будет переворачиваться, но сейчас чуть позднее к этому моменту вернусь. Ну вот, то есть никакого прогиба на глаз даже не заметно. Следовательно, ну, без учета геометрии клинка, клинок с толстым обухом с меньшей вероятностью отогнется куда-то в сторону во время проникания. Но при этом стоит учитывать, что чем толще обух, тем больше площадь сечения проникающего объекта и, следовательно, больше сопротивления. То есть больше энергии требуется, чтобы пробить одну и ту же цель. Но, опять же, если возвращаться к, например, вот такой клинок будет проникать явно лучше, чем такой. Но при этом, если возвращаться опять же, к площади воздействия, то есть в случае с холодным оружием есть два крайних варианта. Это шило, которое требует минимум энергии, потому что минимальная площадь, но при этом точного попадания непосредственно в уязвимый агрегат. И лопата, то есть площадь поражения максимальная, то есть почти куда ни попади, он что-нибудь перерубит. Но при этом в связи с большой площадью и неоптимальной формой ей требуется очень много энергии, чтобы обеспечить проникание на требуемую глубину. Вот. И уже, можно сказать, ближе непосредственно к теме канала, у разных животных эти системы, естественно, немножко отличаются. То есть у людей кровеносная система в значительной мере смещена вниз на обеспечение движения ног, потому что при прямохождении ногами пользуемся постоянно, ноги составляют значительную часть от общей массы тела, и поэтому кровеносная система в области паха, она сильно развита. То есть у животных, которые ходят на 4 ногах, она почти равномерна, то есть задние и передние конечности нагружены почти одинаково. У птиц наоборот, то есть птицы активнее пользуются крыльями, и, следовательно, у них кровеносная система больше направлена на то, чтобы снабжать крылья. Но тоже там с нюансами, типа цапель с их длинными ногами и так далее, там это уже надо в конкретной ситуации разбираться. Вот. Ну и к теме канала, то есть в моем случае, если рассматривать охоту на медведя с копьем, понятно, что поражение должно быть где-то там в область солнечного сплетения. То есть крупные артерии, есть шанс попасть в сердце, если повезет. Вот. Но повреждение кровеносной системы, в отличие от повреждения нервной, оно не вызывает мгновенный выход из строя. То есть, как несложно увидеть на видео с тренировки, где я доворачиваю копье вниз, чтобы упереть его в землю. Цель в том, чтобы, во-первых, поразить какие-то органы сердечно-сосудистой системы медведя и остановить его за счет того, что непосредственно остановить усилием. Понятно, что своими руками 200 кило остановить проблематично, поэтому существует упор в землю, но и просто для чего-нибудь изобразить, копье, которое для охоты на медведя по-умному называется рогатина, и имеет перекладину. То есть в эту перекладину, как-то так это условно выглядит, в эту перекладину должен упереться медведь и не дотянуться до охотника с копьем. А дальше нужно удерживать это копье и медведя на нем, пока кровопотеря не отключит
нервную систему и не приведет к прекращению активности со стороны медведя. И немного о всяком ударно-дробящем оружии, потому что мы все проникающее до проникающее рассматривали. Условно молоток. То есть понятно, что при ударе куда-нибудь в корпус, молотком, кулаком, чем угодно, существует какая-то область деформации, которая влияет на внутренние органы. В случае удара в челюсть мозг в черепушке болтыхается, и может выйти из строя, то есть потеря сознания. В случае удара корпус нарушается работа внутренних органов. То есть та же самая печень, удар в которую довольно часто приводит к потере сознания. Во-первых, в ней довольно много всяких нервных окончаний, то есть воздействие на нервную систему. А во-вторых, печень – это фильтр, и через нее протекает довольно значительное количество крови. Следовательно, удар в печень затрудняет кровоток и может привести к отключению мозга, так как обморок по определению возникает из-за недостатка крови, поступающей в мозг. То есть там варианты с удушением, потому что здесь проходят артерии, снабжающие мозг кровью. То есть если их прижать, то потеря сознания наступит из-за того, что в мозг кровоток не хватило. И отдельно немножко под конец про всякое нелетальное оружие, у которого эффект очень сильно зависит от зоны воздействия тоже, потому что требуется уровень воздействия, который выведет человека из строя. Нелетально это все-таки больше про людей против людей, чем про животных. Но при этом не убьет. И у любого нелетального оружия есть уровень воздействия, который, с одной стороны, который просто не хватит на то, чтобы остановить цель. Понятно, что там размазанное значение в зависимости от ситуации. И, опять же, уровень воздействия, который приведет к смерти. Чем шире этот уровень, чем шире область между недостаточным воздействием и достаточным, тем нелетальное оружие эффективнее. Но один яркий пример из этого нелетального оружия – это одно из первых применений резиновых пуль. Не помню, в какой стране это было, но суть в том, что пули испытали на добровольцах, все хорошо, больно, человек падает, никаких там тяжелых последствий для здоровья нет, все классно. Приняли на вооружение полиция, начинаются какие-то протесты, эти резиновые пули применяют, и бац, внезапно несколько детских трупов. Начинают разбираться, что случилось, почему нелетальное оружие внезапно такой результат дало. И выясняется, что по инструкции применение этих резиновых пуль должно было быть на уровне приблизительно живота. А как несложно догадаться, у ребенка голова находится как раз-таки, по определенному возрасту, на уровне живота взрослого человека. То, следовательно, эта резиновая пуля прилетала не в штатную область воздействия, а в голову, что и приводило к летальным исходам. Поэтому любое нелетальное оружие – это штука довольно-таки сомнительная, по понятным причинам. Но при этом из курса нелетального оружия самый эффективный инструмент воздействия – это резиновая дубинка. Но она требует обучения пользователя, потому что резиновой палкой нужно бить по определенным местам, чтобы объект вышел из строя. Так, вроде бы ничего не забыл. Что-то забыл, конечно, но думаю, это не критично. Всем спасибо за просмотр. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Или нет, или друзьям советуйте, если прям сильно понравилось. Всем до встречи в следующих публикациях. Всем пока.